В этом десятилетии популярность электромобилей будет расти феноменальными темпами. Постоянно совершенствующаяся технология аккумуляторов, более быстрое время зарядки и, что особенно важно, расширение инфраструктуры зарядок приведет к наполнению рынка огромным диапазоном новых автомобилей. Помимо всего прочего, правительства многих стран заставляют производителей в ближайшие годы значительно сократить выбросы СО2 в своем автопарке. Большие тяжелые внедорожники, как правило, являются худшими нарушителями, когда речь идет о выбросах выхлопных газов. И учитывая их постоянно растущую популярность среди покупателей автомобилей, что может быть лучше для автомобильных компаний, чтобы начать бум электромобилей? Выбор на рынке постоянно расширяется, и к концу этого года всевозможные производители автомобилей должны принять участие в создании внедорожников и кроссоверов. Мы рассмотрели 10 лучших электрических внедорожников и кроссоверов, которые уже есть в продаже и скоро появятся. Все эти автомобили значительно чище, чем их аналоги, работающие на топливе. И поскольку национальные энергоносители становятся все менее зависимы от ископаемого топлива, разрыв будет продолжать расти. Но есть и другие преимущества для автомобилей, включая более тихую трансмиссию и более плавную подачу энергии. С вами канал со сложным названием dachaclubmd.ru, и мы представляем вам лучшие варианты электрических внедорожников и кроссоверов. На 9 месте Hyundai Nexo. Строго говоря, Hyundai Nexo не полностью электрический автомобиль. Как и любой другой автомобиль в этом списке, он все еще имеет литий-ионный аккумулятор, но батарея на 1,56 кВт-часов это намного меньше, чем у конкурентов. Подзарядка Nexo происходит из резервуара для хранения водорода. Водород реагирует с кислородом, поступающим из воздуха, для выработки электричества, приводя в движение электродвигатель мощностью 159 лошадиных сил и выделяя воду в качестве единственного выхлопа из выхлопной трубы. Он работает почти так же, как и любой другой электромобиль, очень плавный, тихий и приятный. Водород гораздо более плотный, чем батарея, поэтому Nexo имеет гораздо лучший диапазон автономности. Официально он преодолевает 670 км между заправками. Процесс заправки занимает всего 5 минут. Тем не менее, в настоящее время трудно найти водородные заправочные станции, и Nexo стоит от 72 тысяч евро. Тем не менее, это технология, от которой мы увидим гораздо больше в будущем. Не обязательно в легковых автомобилях, но, как предсказывает сам Hyundai, он наверняка станет главным топливом для более крупных коммерческих автомобилей. На 8 месте DS3 Crossback E-Tense. DS находится на ранней стадии своего существования. После того, как он стал отдельным брендом в группе PSA, наряду с Peugeot, Citroën и Vauxhall. И он быстро включается в электрификацию. DS3 Crossback доступен в бензиновом и дизельном исполнении, но модель E-Tense оснащена электродвигателем и батареей на 39 кВт для полноценной езды с нулевым уровнем выбросов. Мощность 134 лошадиных силы и мгновенно крутящий момент более чем достаточен для автомобиля такого размера. Он чувствует себя довольно проворно, и реальный пробег в 320 км более чем достаточен. Если вы цените индивидуальность и если практичность не является приоритетом для вашего компактного кроссовера, то DS3 стоит посмотреть. На 7 месте Tesla Model X. Model X был первым надлежащим электрическим кроссовером, и в каком-то смысле он все еще имеет солидный аргумент, чтобы быть лучшим. Самый большой козырь Tesla – это его прямая скорость. Своей высочайшей спецификацией Performance модель X является единственным кроссовером в продаже на сегодняшний день.
который может перевозить 7 человек, легко усаживать 7 взрослых и ехать со скоростью, сопоставимой с скоростями самых экстремальных суперкаров. В реальных условиях он также преодолевает внушительные 480 с лишним километров между зарядками, процесс которых облегчает широкая сеть Tesla Supercharger. Какими бы блестящими ни были модели X, в некоторых областях более свежие конкуренты продвинули игру еще дальше, когда дело доходит до комфорта, изысканности и качества сборки. На 6-м месте Audi e-tron. Мало кто из продаваемых сегодня автомобилей может претендовать на такое же расслабляющее вождение, как Audi e-tron. Комфорт езды прекрасен, внешний мир едва слышен в салоне, а трансмиссия гораздо плавнее, чем в любой другой Audi. Как для первой попытки создания полного электромобиля, Audi e-tron безусловно является хитом. И Audi не бездельничает, восхищаясь своей первой попыткой. Буквально через год после его выпуска были предприняты шаги для устранения слабого места e-tron. Конечно же, речь идет про диапазон автономности. Усовершенствованные технологии охлаждения и регенерация тормозов, помимо прочего, означают, что последняя версия теперь официально пробьет 400 километров между зарядками. На 5-м месте Peugeot E2008. Peugeot E2008 очень похож на DS3 Crossback. Оба используют один и тот же электродвигатель мощностью 134 лошадиных силы и 260 ньютон-метров крутящего момента. Оба используют аккумуляторную батарею на 50 кВт-часов для обеспечения дальности действия около 320 км. И оба используют платформу PSA E7P. Однако у Peugeot больше места между колесами, поэтому E2008 более просторен внутри, как для пассажиров на задних сиденьях, так и в багажнике. Peugeot также дешевле. Цены на E2008 начинаются от 32 тысяч евро, включая государственные субсидии на автомобиль в некоторых странах. А DS3 Crossback стоит более 33 тысяч евро. И по сравнению с другими маленькими электрическими кроссоверами, E2008 лидирует с точки зрения как стиля, так и качества сборки. На 4-м месте Mercedes EQC. Mercedes – это бренд, известный своим комфортом и утонченностью, поэтому электрическая трансмиссия EQC идеально подходит для этого. Это машина, которая может заставить вас выйти из уныния ежедневных поездок на работу. EQC использует двойную настройку электродвигателя, чтобы развернуть колоссальную мощность 402 лошадиных силы на все 4 колеса. Он имеет 2,5 тонны веса, но все равно обгонит типичный горячий хэтчбэк со светофора. Когда мы тестировали EQC бок о бок с Audi e-tron, то почувствовали, что пара была очень близка по характеристикам. Тем не менее, Mercedes получил лучшую оценку благодаря превосходному диапазону, несмотря на то, что e-tron немного просторнее внутри. На 3-м месте Hyundai Kona Electric. Сегодня со многими электромобилями покупателям приходится идти на компромисс. Либо купить относительно доступный, либо получить хороший экземпляр. Hyundai Kona Electric – это автомобиль, который, пожалуй, ближе всего по обоим пунктам. Всего лишь на пару тысяч долларов дороже, чем бензиновая Kona высшего класса. Версия с нулевым уровнем выбросов предлагает диапазон автономности в 450 км. В отличие от некоторых крупных внедорожников в этом списке, он не чувствует себя особенно обремененным тяжелой батареей. Конечно, с самой большой мощностью в 64 кВт-часов на борту. Было бы сложно назвать его забавным за рулем, но он чувствует себя бодрым по прямой и более чем сравним с типичными семейными автомобилями.
На втором месте Kia e-Niro. Kia Niro EV является копией Hyundai Kona Electric, который расположился на третьем месте. В то время как оба блестящие электромобили, мы поставили Kia на второе место, просто потому, что он немного более практичный. Для тех, кто хочет более немного странный взгляд на ту же формулу, Kia также предлагает электрическую модель Soul, которая использует тот же электродвигатель и аккумулятор. В остальном пара очень похожа, органы управления легкие и точны, поэтому на Niro легко передвигаться по городу, в то время как мощность двигателя 201 лошадиная сила позволяет Niro чувствовать себя достаточно резким на скоростных автомагистралях. Обновление в 2020 году улучшило и без того изящную информационно-развлекательную систему. Новейший 10-дюймовый дисплей является одним из лучших в классе. И на первом месте Jaguar I-Pace. Есть ли в продаже более желанный электромобиль, чем Jaguar I-Pace? С внешним видом, который выглядит настолько же драматичным и спортивным, насколько роскошным и изящным внутри. Для автомобиля, который весит 2 тонны, управляемость и динамика I-Pace очень впечатляет. В то время как выходная мощность 396 лошадиных сил означает, что он обеспечивает разгон от 0 до 100 км в час за 5 секунд. Диапазон хода мог бы быть лучше, но пока он составляет 320 км. На этом все. Не забудьте указать в комментариях, какие электрические кроссоверы вы бы добавили в этот список. Подпишитесь на канал и поставьте лайк, если считаете, что кроссоверы это самый популярный класс автомобилей на данный момент. Но если вы хотите поставить дизлайк, то объясните свой выбор в комментариях.